Дорогие Овны, январь 2026 года открывает перед вами важный этап, который закладывает основу для всего года. Энергия Солнца в Козероге, которая держится до 20 января, дарит сосредоточенность, внутреннюю устойчивость и умение держать дисциплину. В этом месяце особенно важно осознавать, что успех зависит не только от активности, но и от правильности действий. Каждая инициатива требует тщательного анализа, внимания к деталям и ясного понимания своих возможностей. Меркурий, переходя в Козерог 2 января, усиливает способность мыслить стратегически и прогнозировать последствия. Для Овна это время, когда идеи обретают структуру, а планы становятся более конкретными. Особенно это проявляется в финансовой сфере и деловых контактах. Меркурий помогает видеть скрытые возможности и риски, оценивать прибыль и целесообразность каждого шага. Уже с первых дней января полезно вести записи, фиксировать мысли и выстраивать карту действий, чтобы избежать импульсивности и спешки. Венера и Марс в Козероге создают гармоничное сочетание для старта проектов. Венера помогает укреплять отношения, сглаживать конфликты и находить точки соприкосновения, а Марс дает энергию, инициативу и смелость для действий. Для вас это момент, когда важно оценить, какие шаги принесут наибольшую отдачу в ближайшие месяцы. Важно определить, где стоит действовать активно, а где наблюдать и собирать информацию. Особое значение в начале месяца имеет полнолуние в Раке 3 января. Оно выводит на поверхность вопросы внутренней стабильности, дома и семьи, напоминая о том, что прежде чем двигаться вперед, нужно убедиться в прочности фундамента. Это время завершения старых дел, расстановки приоритетов и очищения пространства, как внутреннего, так и внешнего. Эмоциональная активность этого периода может быть высокой, поэтому Овну важно направлять энергию в созидательное русло, например, в работу над проектами или укрепление связей с близкими. Профессиональная сфера в первой половине января требует внимания к деталям и обдуманных решений. Энергия Солнца и Меркурия помогает выявлять сильные стороны и ресурсы, а также определять, с кем стоит сотрудничать, а где лучше проявить осторожность. Конфликты и споры могут замедлить процесс, поэтому важно сохранять баланс между инициативой и вниманием к коллегам и партнерам. В личной жизни и финансовых вопросах месяц тоже несет важные уроки. Избегайте рискованных вложений, доверяя только проверенным источникам, и одновременно укрепляйте доверие и внимание к близким. Овну полезно использовать первые 2 недели января для переоценки финансовых приоритетов и установления новых стандартов взаимодействия с партнерами и в работе, и в личной сфере. Здоровье в этот период требует регулярного контроля и заботы о себе. Энергия месяца активизирует тело и ум, но может провоцировать усталость, напряжение и нервозность. Уделите внимание йоге, плаванию и дыхательным практикам. Они помогут направить активность в конструктивное русло и укрепить внутреннюю устойчивость. С середины месяца влияние планет постепенно усиливается, и для Овна становится важным сочетание активных действий и внимательного наблюдения за происходящим. Солнце, Меркурий, Марс и Венера создают динамичную энергию, позволяя достигать первых результатов и одновременно укреплять внутренний стержень. Новолуние в Козероге 18 января открывает новый цикл и формирует основу для дальнейших действий. Для вас это период, когда важно не просто действовать, а понимать, какие шаги приведут к устойчивому успеху. Энергия новолуния позволяет выявить ключевые приоритеты, расставить точки фокуса в профессиональной и финансовой сфере. Меркурий в Козероге помогает взглянуть на проекты с рациональной стороны.
также он помогает оценить ресурсы, понять возможные риски и определить эффективные пути реализации идей. Этот период особенно благоприятен для долгосрочного планирования, заключения контрактов и уточнения договоренностей. Финансовая сфера середины января остается в центре внимания. Стоит заняться управлением доходов, распределением бюджета и контролем расходов. Любые необдуманные решения могут привести к потерям, поэтому важно использовать стратегическое мышление. Профессиональная жизнь в этот период насыщена возможностями. Январь стимулирует инициативу и смелость в реализации проектов, одновременно проверяя умение Овна держать баланс между амбициями и рациональностью. Деловые связи с коллегами и партнерами становятся особенно важными. Открытые коммуникации, честность и внимательность к деталям создают прочный фундамент для будущих достижений. Личная жизнь в середине месяца тоже выходит на новый уровень. Новолуние подталкивает к честности в отношениях и укреплению доверия. Энергия Венеры помогает смягчить напряженные моменты, а Марс добавляет уверенности для конструктивного решения проблем. Это время, когда важно отстраниться от эгоизма и проявить внимание и заботу. Не забывайте следить и за восстановлением здоровья. Интенсивная энергия планет может провоцировать усталость, раздражительность или стресс. Важно сохранять регулярные перерывы, заниматься дыхательными практиками и прогуливаться на свежем воздухе. Забота о здоровье становится неотъемлемой частью стратегии успешного месяца. Приближаясь к концу января, Солнце Водолея формирует новые возможности, а также и Меркурий, переходя в Водолей, помогает оценить результаты первых действий месяца. В этот период важно подвести итоги, что сработало, какие решения были удачными, где стоит внести изменения. Энергия конца января создает благоприятные условия для закрепления финансовой устойчивости. Также и профессиональная сфера насыщена возможностями для укрепления позиций. Энергия месяца способствует выявлению сильных сторон, поиску эффективных решений и построению прочных профессиональных связей. Используйте этот период для обсуждения планов с коллегами, закрепления договоренностей и анализа результатов, чтобы новые шаги в феврале были максимально продуктивными. Что касается личной жизни, в ней наступает глубина и стабильность. Новые контакты и отношения, зародившиеся в первой половине января, проходят проверку на честность, доверие и готовность к компромиссам. Энергия Венеры создает гармонию, а Марс помогает проявлять инициативу, если это необходимо. Не забывайте сохранять баланс между собственными желаниями и вниманием к партнеру. Эмоциональная работа в конце января имеет особую важность. Период позволяет проанализировать собственные реакции, выявить внутренние блоки и направить энергию на конструктивные цели. Ведение записей, размышления о целях и приоритетах помогают укрепить ясность мышления. Вы не только завершаете январь с чувством выполненной работы, но и подготавливаетесь к новым вызовам, которые принесет февраль. Возможности января не ограничиваются профессиональной и финансовой сферой. Энергия месяца стимулирует и личное развитие, обучение и расширение кругозора. Полученные в этот период знания и навыки станут прочной основой для дальнейших успехов в 2026 году. Важно использовать последние дни января для закрепления нового опыта, чтобы каждый шаг февраля был обдуманным и стратегически оправданным. Заканчивая январь, можно сказать, что овны успешно прошли первую проверку силы и устойчивости, заложив прочный фундамент для всего года.
Все ключевые сферы – финансы, карьера, личные отношения и здоровье – получили возможность для корректировки и укрепления. Для вас январь – это отправная точка к новым достижениям, стабильности и внутренней гармонии. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и был полезен, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскоп для Овна на 2026 год, а также гороскопы и для других знаков. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!